Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду рассказывать про булимию, про такое серьезное психологическое заболевание пищевода с бесконтрольным поеданием еды, а в дальнейшем очищением желудка от еды с помощью рвоты или каких-то слабительных. Я буду рассказывать в этом видео историю своей подруги, которая делилась со мной поэтапно от и до, почему она заболела этой болезнью, с какими проблемами она столкнулась и как она сама решила и вылечилась от этой болезни и сейчас живет здоровой и спокойной жизнью. Надо сказать, что несколько факторов влияют на то, что девушка может заболеть этой болезнью, потому что это проблема девушек, у мужчин встречается эта болезнь крайне редко. И это первая популяризация, конечно, модели идеального тела 90-60-90, и девушки начинают себя сравнивать с этими моделями, понимают, что они, например, далеки от совершенства, и в голове возникает план похудеть, или, например, девушка много-много лет, всю свою сознательную жизнь худеет, но ей не удается получить такое, не удается достичь идеальной фигуры, и вот эта вот навязчивая мысль похудения, она или изнеможение себя в фитнес-зале, и ограничивание себя еды, вообще ограничивать себя в еде, это очень-очень неправильно. Нужно составить так рацион, чтобы вам всего хватало. Может быть, какую-то вкусняшку добавлять, но при этом сокращать количество еды. Да, как-то нужно поэкспериментировать и найти свои какие-то тоже удовольствия в еде, но при этом, чтобы они были не такие вредные, и просто сбалансировать питание, и тогда не будет вот этой навязчивости похудеть, а вы будете, девушки будут рады своему телу и будут принимать себя, потому что, конечно, здесь важная история, что девушка не принимает свое тело, не принимает себя. Как правило, эта болезнь часто возникает от нелюбви к себе. И какие факторы, еще влияют? Это фактор, например, что девочки в детстве говорят: да ешь ты эту ложку до конца. Вот я не очень, конечно, согласна с тем, что нужно в ребенка впихивать до последнего еду, которую наложили с большой любовью, естественно, родители хотят, чтобы ребенок стал крепким, здоровым, но я не считаю, что в девочку нужно впихивать большое количество еды. Таким образом, когда начинаются проблемы с питанием из детства, например, или с юности, то девушка может задуматься о том, чтобы вызывать рвоту. И многие изначально не относятся к этому серьезно. Вот моя подруга, она совершенно не думала, какие ее последствия ждут. Я сейчас перечислю последствия изначально, которые, может быть, кого-то могут остановить, потому что это действительно большая проблема, и после этой болезни, во-первых, очень долгий восстановительный процесс, и что-то уже и не восстановится в организме, например, как проблемы со здоровьем, гастрит, к примеру, который, насколько я знаю, до конца не лечится. То есть, в общем, надо очень сильно подумать, стоит ли вообще начинать. Потому что, с одной стороны, кажется, что я сейчас покушаю, вызову рвоту, и все, и дальше буду жить обычной жизнью. Но здесь вот по всем фронтам и психика нарушается, потому что девушка постоянно себя винит, что это стыдно, и, как правило, девушки не делятся ни с кем, это такая проблема одиночек, и поглощают еду в одиночестве. Я тоже сейчас скажу в дальнейшем, сейчас перечислю симптомы, не симптомы, а что бьет по здоровью. Как девушка больная булимией себя ощущает в этом мире, скажем так, с какими проблемами она столкнется обязательно. Это у каждого практически. Значит, первое — это, естественно, понижение активности, постоянное будет разбитое состояние.
Будет очень плохой внешний вид, бледная кожа, синяки под глазами, полетят зубы однозначно, будут проблемы с зубами. И зубы надо беречь с молоду, и поэтому надо тоже очень серьезно задуматься. Будут проблемы с желудком, гастриты, язвы и все остальное на УЗИ будут говорить, что очень плохой у вас желудок. Вот, будут проблемы с ушами, как будто вам кто-то по ушам постоянно бьет, и будет постоянный шум в ушах. Вы, например, встаете с кровати, и у вас дикая слабость даже до такой степени, что вы просто, опираясь, без того, что вы на что-то опретесь, вы не сможете встать. Что еще? Будет потение очень сильное. Будет бросать, ладошки будут потеть, будет бросать из жара в холод, постоянно вот это ощущение. Например, на улице холодно, вам может быть жарко, или наоборот. Так как, естественно, при этой болезни девушка теряет в весе очень серьезно, но при этом, смотря в себя в зеркало, она не осознает, она думает, что она по-прежнему, она еще больше, такая большая коровка, хотя на самом деле масса ее тела все ниже и ниже, и, соответственно, чем меньше жира подкожного, скажем так, да, тем человек больше ощущает холод, поэтому постоянно будет холодно или постоянно будет жарко. Вот это вот, в общем, девушка постоянно будет ощущать вот эти все симптомы и постоянно будет находиться как бы в себе. Она все время это будет чувствовать, анализировать, думать. И это, конечно, каждый раз будет очень сильно напрягать и мешать жить и работать и вести какую-то активность. Также будут проблемы по гинекологии, по женской части обязательно. Они могут быть достаточно серьезные. Кстати, может быть даже такое, что может быть рак желудка. К большому сожалению, это тоже может привести к этому. Вот, и, в общем, как моя подруга справилась с этим, и какие у нее были изначально психологические проблемы, которые сподвигли, да, ее на вот эту болезнь. Значит, у нее случилось такие два фактора, которые совместились вместе. Первое — это то, что она себя вокруг людей чувствовала одиноко, и она приходила домой вечером, и пока никто не видит, там ночью кушала очень много еды, той, которой она не могла позволить себе в нормальной жизни, скажем так, или когда она ходила куда-то в гости или еще куда-то, или сидела с родителями и говорила, что она на диете, но в голове у нее уже был план на вечер, что она пойдет и купит тортики, пирожные, и там могли все в ход и соленые огурцы идти при этом, и все сметалось просто из холодильника. Потому что в сознании же у нее было то, что она потом все равно очистит желудок, и вот это вот поглощение еды постоянное, оно тоже вот как раз оно бесконтрольное. Просто девушка слетает с катушек и начинает мести все, что есть в холодильнике или там лежать на столе. Тратила она, конечно, безумное количество денег на еду. И второй фактор, который повлиял, это то, что она рассталась со своим молодым человеком, ее там самооценка понизилась, она перестала себя любить, и большое количество девушек, конечно, болеет булимией, когда они не любят себя. Вот, как она справилась с этой болезнью?
У нее протекала эта болезнь около 5 лет, и это достаточно большой срок. Как я уже сказала в видео, да, это может быть, например, раз в неделю, раз в 2 недели, но чем больше лет проходит, и тем, конечно, это все чаще и чаще случается, уже может и каждый день или через день, потому что радости, кроме как от еды, человек не получает. И вот, кстати, тоже из детства, когда поощряют ребенка, девочку сладким, тоже в подсознании вот это вот откладывается, что вот я хорошая, мне дают сладкое, и сладкое — это вот такой вот эндорфин, счастье. Это, конечно, в чистом виде сублимация. Вообще, когда человек поглощает очень много еды, это сублимация вот того, что человек хочет заполнить пустоту в своей жизни, потому что кроме еды у него радости никакой нету. Это тоже на уровне психики, с которой, с этой проблемой, конечно, тоже нужно работать и найти просто какое-то удовольствие другое в жизни. Значит, как моя подруга поборола эту болезнь без психологов и без всяких центров? В какой-то момент она пошла делать всякие анализы и поняла, что у нее очень серьезные проблемы по здоровью. Здесь можно и анализы не делать, это будет очень сильно чувствоваться. Как я уже сказала, что это будет пониженная активность и все вытекающее из этого. То есть реально ты не можешь нормально уже существовать, ты постоянно находишься, помимо того, что у тебя психологические проблемы, ты еще и физически плохо себя чувствуешь, просто реально. И в какой-то момент ей просто это очень сильно надоело, она себя взяла в руки и начала с собой вести диалоги и разговаривать. И понимать, что таким образом станет только хуже. Ей вокруг говорили, что она очень сильно похудела, у нее уже вес доходил, уже мог быть до анорексичного состояния, и ей стало страшно. Она увидела парочку программ девушек, которые умерли от анорексии, и там моделей тоже, и ей стало страшно, и она принялась за решение этой проблемы и в первую очередь стала сама действительно с собой разговаривать и говорить, что это не выход, таким способом она не похудеет, ничего хорошего от этого не будет в ее жизни, и она потихонечку стала от этого отказываться. Это, конечно, болезнь такая действительно на уровне зависимости, когда каждый раз девушка все говорит нет, 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 и все равно к этому возвращается и не может побороть эту тягу. Вот. И она потихонечку стала выходить из этого состояния, разговаривая с собой. Сначала у нее не получалось, сначала были срывы серьезные, а потихонечку раз в неделю она уже там не вызывала рвоты, потом 2 недели, потом 3. И таким способом она стала еще находить радость в другом. Она стала куда-то ходить, она стала кушать, просто заставила себя есть столько, сколько вот она хотела, и без всяких вот этих перееданий ночью, без открывания холодильника, составила себе вот такой вот рацион нормальный и, в общем, стала нормально жить и стала себя получше чувствовать. Но я хочу сказать, что уже до такого нормального здорового состояния ей потребовалось много лет восстановления, и я знаю случаи, когда 10 лет девушка страдает булимией. Я не знаю, конечно, сколько вот после 10 лет нужно еще лет, наверное, лет 15, чтобы вот полностью восстановиться по всем частям, да, и по женской части, и по остальным частям.
Вот, поэтому таким образом, значит, самое главное — это вести диалог с собой и понять, что это психологическое заболевание, что это зависимость, принять решение меняться, может быть, поговорить и поделиться с близким человеком этой болезнью, и, возможно, близкий человек поможет также с точки зрения тоже психологической объяснить, рассказать, что это не выход таким способом худеть, пойти в фитнес-зал, потихонечку снова заниматься и вот выровняться это все, просто перестать вот так вот жаждать очень сильно похудеть, и тогда девушки, болеющие булимией, придут к нормальной жизни, и все будет хорошо. Вот такая вот небольшая коротенькая история, и я надеюсь, что это, может быть, кому-то поможет, хотя не знаю, это серьезное такое заболевание, конечно, многие девушки не справляются и обращаются к психологам и в разные центры, но нужно очень и полюбить себя, и не корить себя за то, что у вас такая болезнь была, если кто будет смотреть меня вот с такой болезнью, а нужно просто, главное, действовать и отказаться от этой булимии, которая просто разрушает жизнь, и ничего хорошего она не принесет, и уж тем более вы никаким образом не приблизитесь к идеальному телу, оно будет, наоборот, выглядеть очень болезненным. Спасибо всем за внимание. Пишите, пожалуйста, если у вас есть желание, комментарии. До новых встреч в новом видео. Пока!